Привет, друзья! Мы находимся в Сиде. Этот отель четверка, называется Амур, Сиде Амур отель. Находится в самом городе, недалеко от античного города Сиде. До пляжа здесь где-то километр, наверное, может чуть побольше. Ну, можно пешком, кстати, ходить. Но пешком по жаре так жарковато, потом расскажу. А так ездит автобус каждые полчаса. Вот люди как раз ждут автобус. Вот всем заезжающим выдают вот такие сумочки. Ну, не всем, на комнату один. Здесь ресепшн. Информация о туроператорах, о различных гидах, которые приветственная зона. Сам ресепшн. Здесь представители туроператоров. В разное время разные приезжают и встречаются с туристами. Здесь уютненько, хорошо. Хорошая мебель. Здесь есть книжки на разных языках, оставляют отдыхающие. Можно читать. И судя по количеству различных книг, вы можете судить здесь о том, кто здесь больше всего отдыхает. Наш приезд. Так, сейчас пройдем по отелю. И я покажу вам номер. В наш приезд здесь, в общем-то, много иностранцев. Русских или русскоязычных, скажем так, здесь процентов 20-30, наверное, сейчас. В основном иностранцы. Много поляков, много немцев, есть англичане. Это сейчас мы зашли с вами, вот эта зона ресторана. Значит, здесь сейчас идет уже поздний завтрак. Я думаю, он заканчивается, потому что время там 10 часов. Все уже позавтракали. Ну так, ресторанчики я вам покажу. Завтраки традиционные, кстати, учитывая, что четверочка, вот смотрите, пекут омлетики. Сразу люди стоят и как бы показывают, с чем они хотят, и как бы берут пончики различные, плюшечки, яишенка, глазунья, фастфуд, бутербродики. Это кто чего любит. Так, есть какая-то кашка. Я ни разу не брала, я не любитель. Так, кофе. Кофе, кстати, нормальный, хороший, вкусный кофе. Чай. Чай очень вкусный. Не знаю, как они так делают. Здесь яйца даже показывать не буду. Здесь вот какая-то жареная колбаса. Кстати, не забываем оставлять чаевые. Очень хорошо работают и повара, и обслуживающий персонал. Мы брали из России 100 рублевки, меняли. И 100 рублевыми купюрами вот эта вот яишенка вкусная. Ну, уже почти закончилась. Это вот диетическая какая-то еда. Вот, и 100 рублевыми, чтобы не заморачиваться с обменом, прекрасно. Здесь тоже все кидаешь 100 рублей, сюда 100 рублей, на выходе там для сервиса, для обслуживающих. Ну вот, кстати, есть мед в сотах. Ну, тут немного осталось. Молоко горячее, холодное. Это если кто-то хочет там вот различные. Так, здесь у нас джемы, печенье, какие-то финики или что тут это, инжир. Ну, здесь сами все видите. Дальше из фруктов на завтрак. Обычно на обед, на ужин много фруктов. Ну вот сейчас смотрите, сливы, яблоки, апельсины. Так, это понятно, помидоры, огурцы. Дынька очень вкусная. Так,
Были персики, вон один какой-то брошенный остался. Видимо, доели. Это какой-то микс, виноград. Ну, даже для завтрака я бы сказала, что очень неплохо. Вот. Хотя обычно, вот я говорю, что на обед, на ужин много фруктов. Ну, тут какие-то еще полосочки у нас. В общем, голодными не останетесь, все очень вкусненько. Вообще кормят здесь очень хорошо. Да, еще по наполнению отеля видели пару тайцев. Вот. Сначала подумали, что с Казахстана люди похожи внешне, но потом услышали речь, разговаривают на тайском. Вот. Есть несколько интернациональных пар, очень интересных. Расскажу подробнее. Так, мы вышли с вами. Вот здесь пул-бар. Это, скажем так, бар, который работает у бассейна. Вот он с 10 до 23 должен, до 23 открыт. Но сейчас, видимо, нет еще все-таки 10. Потому что народ продолжает завтракать. Так. Дальше, что у нас здесь? Здесь у нас бассейн. Сегодня 10 октября. И, значит, по отелю. Смотрите, каждые 3 дня, через 2 дня на 3, да, вот видите, 9:43, плюс 26 на 10 октября на 9:43. А вечером температура поднимается до 29-28 градусов, это в тени. На солнце днем жара такая, что, в общем, ну, понятно, что больше 30, и болтаться-то тяжко. Но рядом здесь есть Вайкики магазин, рядом есть еще большой торговый комплекс. Так, ну, немножко отвлеклась я про отель. 1,40 м, бассейн прогревается тоже до 29 градусов к вечеру. То есть днем он такой теплый, вечером уже совсем теплый. Хочу отметить, хлоркой не пахнет. Система очистки здесь проточная. Видите, постоянно бежит вода. Вот лягушатник для ребятишек. Не могу сказать, что здесь много ребятишек. Вот 40 сантиметров. Видите, никогда не видела, чтобы здесь кто-то плескался. В бассейне часто. Очень много народу. Просто сейчас еще завтракают, еще народ не все проснулись. А так, вот. Потом к вечеру здесь все убирается вот это. И когда проходят шоу, значит, вот здесь вот идет шоу. Приглашенные какие-то, значит, группы танцуют, тут песни. Дискотека каждый день вечером. Включают музыку, когда, насколько удачно. И когда танцуют много людей, когда нет. Вот. Так, да. Сейчас мы поднимемся в номер. Нам дали номер на 3-м этаже. Лифтов здесь нет. Поэтому смотрите, ну мы сами хотели такой номер на 3-м этаже. Сейчас его покажу. Так, я не стала утомлять вас своим подъемом. Ну вот я поднялась на 3-й этаж. У нас номер. Так, заходим. Значит, что у нас по номеру? Номерок маленький, небольшой, ну, очень комфортный. Нам для двоих было вообще отлично. Здесь вот какой-то чайный набор. В принципе, мы не пользовались здесь всего, в отеле достаточно. Есть мини-холодильничек, туда при заезде ставят воду. Вода потом не пополняется, но воду всегда можно взять внизу у пул-бара.
там спокойно стоит круглосуточно открытый, значит, такой, ну, такая стоечка, что ли. Так, кондиционер, телевизор, есть несколько русских каналов. Ну, новостей здесь не показывают, кстати сказать. И, наверное, правильно. В основном какие-то каналы такие, либо развлекательные. Так, это душевая комната. Кстати, много всяких вот наполнений. Сейчас у нас, мы уже просто номер не убран. Это мы уже съезжаем. Сегодня вот 10-е, мы приехали 5-го. Первый вот день 5-го попали на тематический ужин. Вот смотрите, с балкончик так. Да, что не сказала про сейф. Прошу прощения. А вот для удобства есть этот одеяло, если вдруг подзамерзнете. Ну, здесь жарко. Не знаю, ну вообще комфортно, если кому-то надо. Есть сейф, сейф платный. $2 в день. Интернет тоже платный. Так, интернет тоже платный. Так, балкончик. Балкончик у нас отличный. Из-за чего мы захотели вот этот номер? Из-за того, что 3-й этаж, сидишь, тут очень хорошо посидеть. Посмотрите, видно шоу. Ну, и, кстати, да, по поводу шоу. Значит, первый день у нас была, когда мы заехали 5 числа, был итальянский вечер. Были макароны, там паста была, там различные итальянские блюда, пицца, еще что-то. Ну, вот такое вот. И было какое-то шоу проходило. Удобно отсюда смотреть. Можно на балкончик подняться с бокалом вина или пива и смотреть. Вот. Дальше 8 числа была здесь турецкая ночь. Смотрите на моем канале. Подробнее снимала, какое тут было шоу, что был за ужин. Вот. И завтра мы уже вот улетаем. Или сегодня, да. Сегодня у них, по-моему, рыбный вечер. Как-то рыбный вечер называется или что-то такое. Вот. Так, да. Я вам говорила про то, что воду можно всегда взять. Вот сейчас покажу. Вода вот, видите, синеньким таким. И рядом стоит. Там, вот, кстати, экстра. И там платно, там фреш. Различные фреши. И плюс это мороженое и импортный алкоголь. Мы брали вино белое, красное, вполне себе хорошее. Пиво отлично, холодненькое, очень хорошо, идет светлое. Вот. Так, да, про народ обещала рассказать. Так, до пляжа вот недалеко про магазины рассказала. В магазины здесь в отель, вот я говорю, что чаевые мы брали исключительно, и горничные тоже ложили, исключительно в рублях. Кладем 200 рублей за уборку номера. И, в общем-то, вот так. С номером закончили, да. Пока спускаюсь, расскажу интересно про, значит, что живут здесь, какие люди. Вот, видела несколько интернациональных пар, очень интересных. В основном речь английская у них, то есть либо англичане, вот. Один из представителей семьи, там, либо супруг, либо супруг негр, а второй европеец. Таких вот пар 4, по-моему, вот вроде не такой большой прям отель, и прямо 4 пары, мы их периодически видим за ужином там.
или когда-то. Вот, интересно, так, не могу сказать, что совсем необычно, но интересно смотрится. Да, про погоду сказала, вот уже 26 градусов сейчас, еще 10 утра нет, опять же, около 10. И 10 октября у нас сегодня с вами, 23 год. Вот, отель очень хороший. Для четверки, ну вот рекомендую даже для изыскательных туристов. Единственное, что, конечно, для семьи с детьми, ну, рекомендовать сложно, потому что территория вот эта и вся, анимации как таковой вот детской здесь нету. Вот я говорю, что вечером здесь, да, вот рыбный ужин у нас с вами, и будет живая музыка сегодня. Так. Вот, анимации детской как таковой нету, территория отеля вот и вся. Здесь ходить активно, это значит ходить в город, ходить, посетить старый город Сиде. Вот. В Сиде мы, кстати, были, можно дойти пешком. Идете до Вайкики. Здесь, кстати, есть и Макдональдс, и еще что-то. Бургер Кинг. Вот, кстати, рядом пятерка. Это забыла, ну какой-то отель, по-моему. И там еще то ли Зела, то ли Зена какой-то тоже отель. Тоже пятерка большая. Ну вот, по этому отелю могу сказать, что здесь все классно. Вот прямо реально для вот для пар, либо для компании здесь отличное место. Так что рекомендую.